Я уже 10 лет работаю в недвижимости на Пхукете, и в этом выпуске сегодня будет не про легкие деньги, а именно про то, как все начиналось с своих собственных 2 квартир, с визиток у бассейна, который раздавала моя жена, без фильтров, без красок, путь собственника 2 квартир до директора компании, которому доверяют. И, конечно же, все эти истории и все это будет сегодня из меня вытаскивать Мирослава. Не будем заставлять вас ждать, мы начинаем. Бизнес на Пхукете звучит круто, красиво, и это такой, популярный очень шаг. Если а вот давай погрузимся, звучит, да. как я люблю, давай погрузимся в детали. Вот как это на самом деле иметь бизнес? То есть прям вот, скажем так, от, как я уже немножко обсудили, от оформления и вот вообще в принципе взаимодействия с тайцами, скажем так, с клиентами. Насколько это вот выглядит, как звучит красиво? Клиенты так или иначе все равно, в основном, тот, кто русскоговорящий, открывает бизнес, да, это постсоветское пространство. Соответственно, и клиенты, они тоже постсоветское пространство. Я занялся этим вопросом. Всю информацию, которую я получил, как открыть компанию, она была настолько противоречивая. А многие изначально мне давали информацию неправильную. Не знаю, какой у них умысел был. Может быть, они видели конкурента во мне. Я думаю, это тема для отдельного выпуска, как открыть компанию. И в конечном итоге я обратился к тайцу, которому платил $100 в день за перевод. Он знает русский и тайский. Ездил везде по всем этим инстанциям, насколько можно, и понял, что информацию, ту, которую я хотел получить, а тогда в тот момент еще Пхукет не сильно был русифицирован. И понимаю, что кто-то мне просто неправду говорил. Кто-то, может быть, говорил мне то, чего сам не знает. Да? В конечном итоге открыл компанию, начал сдавать свои квартиры как знакомые здесь, в России и так далее. Тогда какого-то там прям Инстаграма и всего остального. Чисто вот на таком. Сами будем сдавать. Вот тут клиенты, не знаю, будем объявления писать на столбе, будем развешивать. Я не знаю. Я вообще не понимал, как это делать. Это та самая РПС, да? Вот это вот? Да. Rental Partner Service, да. Вот именно изначально она была придумана. Какой год был у нас? Это был 10-й, да, 10-й. Твердого решения еще и даже о переезде тогда не было. Прям вот, что мы остаемся. Я же говорю, что мы эти месяцы жили, мы все записывали. Но мы уже поняли, что нужно свое сдавать самим. Как собственник я этого не могу делать, я это выяснил. Нужно получать желтую книгу, получать ID. Там, да. Вот с юристом, да, вот у меня юрист Джан, который там почти 11 лет мы общаемся, Тайка. Она, да, как вести, я все это тогда через переводчик, вот сколько я здесь буду платить, здесь сколько и так далее. То есть ты сначала работаешь без НДС, а чуть перевалила сумму больше 1 800 000 НДС включается, это уже 7%. А как мне какие-то чеки собирать? Мы уж привыкли как, да, то есть бухгалтера, отчетность, ежемесячные эти. Она говорит, нет, у нас годовой отчет, а не ежеквартальные. Да, НДС платится там каждый месяц. Это было, конечно, очень тяжело. Очень тяжело было вообще понять, потому что, я уехал отсюда, у меня была строительная компания. Я понимал, как это делается там. Русский бизнесмен в тебе был просто в шоке, да? Да, потому что, поймите, когда ты содержишь офис, да, у тебя есть там прорабы, сметчики, бухгалтеры там и так далее, и так далее. Какой у тебя штат был? Вот здесь, в России, когда был бизнес, какой у тебя был примерно штат? Наверное, под 2000 человек. То есть очень крупная была компания. Не очень крупная, но достаточно. Это там не ИП. 100 единиц техники. Не ИП, не мелкое ООО. Нет, ИП тоже было в тот момент. Оно тоже было, но это было ИОО. Ты все прошел, да? Но оно и ИОО было. Скажи, то есть параллельно. торговал когда-то там в 90-е. Коврами. Правда. У меня точка не сам лично. Бизнес в России прошел. Да, это было. Турецкие ковры возились с Черновцов, с Украины. Да, это тоже у меня было. Так, а давай вот поподробней. То есть вот получается твой бизнес, он начался, мы с тобой познакомились, когда ты уже плотно занимался именно недвижимостью, управлением, обслуживанием. 3 месяца назад. Но я находила твой сайт. Который сейчас проходит очень сильную реновацию, друзья. И он будет очень такой прям настольной книгой для кого. То, что я раньше клиентам озвучивал сам, теперь мы будем отправлять на сайт, и человек там будет все читать. Я, то есть, делегирую теперь все это сайту. Вот, и я когда зашла вот на твой YouTube,
и на твой сайт, я увидела там еще про машины было, там юридические услуги, потом какие-то катера, вертолеты и так далее. Вот расскажи, вот прям давай, вот что такое бизнес на Пхукете? Ты, я так понимаю, перепробовал несколько направлений. Вот, ну расскажи, как это? Нет, я расскажу по-другому. Давай. Вот изначально, что как родилась идея сдавать квартиры свои. Лена на бассейне с Полишей маленькой, там 7 месяцев купается, отдыхает, я что-то там делаю, уже какие-то были заселения у меня, это уже открытая компания своей квартиры. У меня через 3 недели в комплексе Тайтл Равай фаза 3, после того, как Лена была на бассейне. Да, я уже напечатал визитки, и Лена их раздавала. То есть мамочка, она мамочка, да, с ребенком. Такие же мамочки приехали, купаются в бассейне, говорят: здрасте, здрасте, как вы? Вы откуда? Мы там Санкт-Петербурга, мы оттуда. На целевую аудиторию вышли свою. Да, живете здесь? Да, вот переехали. Ой, как круто переехали. А что, чем занимаетесь? Да вот муж квартиры сдает свои. Ой, вы знаете, у нас тоже квартира есть. И она все новое. Мы ее только получили, а мы не знаем, кому отдать. А вот давайте нам. То есть вот такой заход был, мамочка с ребенком. И вот Лена мне 19 или 18 квартир, конечно, умысла не было. Комплекс получили, все приехали получать квартиры, в них живут. А что делать дальше, кому отдавать? Идти в управляющую при застройщике, никто ничего не знает. То есть ты сначала был управляющим для своих квартир, а после посещения Лены бассейном ты стал управляющим для было. Люди этого. приходили, уже у меня какой-то договор был, мы стали заключать договора на управление, сдавать 1, 2, 3 квартира. Теперь вернемся к тому, что он расширялся. Да? Тут же сразу, Лена, это как мы говорили ранее в прошлых выпусках, комплектация. У нас был мебельный пакет от застройщика. Когда жили сами, пробовали, докупали. Вот тогда он формировался. Тут же она мне говорит: кроватки нужны. Ну вот у нас Полина детей привозит. В квартире должна быть кроватка, горшок детский, стульчик для кормления. Стала этим обрастать. Потом я понял, что те, кто сдают квартиры, они не продают квартиры. Те, кто снимают квартиры, они приезжают, им нужно либо байк, либо машина. И вот тут появились машины к квартирам. Куплено было первые 20 машин. То есть это вот бизнесовая жилка, она вот давала себе знать. После машин появились байки, прям, практически параллельно. Все эти стульчики для кормления, все. И речи о продаже я еще не понимал. И потом я понял, что люди стали спрашивать, пожив в квартире: а сколько это стоит здесь? Не знаю, пойду в офис, узнаю. Пришел в офис, говорю: у вас еще что-то продается? Они говорят: в офисе у вас компания, давайте заключим, и вы будете продавать квартиры. То есть еще вот так. И оно обрастало, и я понял, что как любая туристическая компания, вот не агентство недвижимости, а туриста взял, сдали ему отель, пролет, да, и все, чтобы он деньги никому не потратил, чтобы он все тебе отдал за машину, за квартиру, купить квартиру, а потом его нужно встречать. Его нужно продавать. Появилась эта идея самим встречать. Ты не можешь этого делать. Давайте, думаю, куплю мини-бас. Посажу тайца за руль. Была такая практика. В какой-то момент даже взял мини-бас гостям предлагать. Гости русские, он таец. Я ему говорю: гости прилетают в 2 часа ночи. Он говорит: я не буду работать. Да вот у меня прям был такой случай. А я водителю говорю: я буду больше платить. Он мне говорит: босс, вот он мне показал на руках, я это запомнил. Вот моя семья вот так на руках ест вот столько риса в день. Ты мне предлагаешь его вот столько. Зачем? Я хочу работать с 9 утра до 5 вечера и 4 раза в день кушать. Это вот не наш русский менталитет. Да. И мне не нужно больше, и я не буду. И был такой момент, я сплю дома, ребята, как сейчас помню, с Владивостока, с Приморья прилетели, вернее, мы их должны встречать. Все, я сплю. Водителю было дано: вот он рейс, вот он, все, он поехал. Он приехал, посмотрел на табло. Рейс задерживается на 3 часа. Он разворачивается, уезжает домой. Ребята прилетают, мне обрывают телефон, нет водителя. Я ему звоню, говорю: ты где? Он говорит: дома. Я говорю: почему? Он говорит: самолет задерживается. Я сажусь на байк, еду к нему, беру этот мини-бас, потому что, ребята заплатили, а я не могу, в принципе, на нем ездить-то. Но уже история такая. Я понимаю, что в мою машину лично они не поместятся. Я их встретил, он приходит утром. Я ему говорю: как так? Он говорит: деньги дай. Я говорю: за что? Я же приехал, да? Он говорит: я же приезжал в аэропорт, я работу выполнил на то, что самолет. Я с этой идеей закончил. Как она началась резко, так я и закончил. Это буквально было. Я понимал, что это не получится. Тогда просто есть тайская компания.
специализированные партнеры, все работает четко, с табличкой, адекватно. И самое, что мне интересно, ночью, и что днем, не да? похоже на тайцев, это мистер Нинг, хозяин всего этого, и подобрал водителей. Если ты заказываешь на 7 вечера машину, то 6:45 она стоит. Как знаете, вот в 90-е на стрелке ждали 15 минут, не больше. Да. И вот это, что вообще не похоже. Я у него первые разы спрашивал несколько раз, Нинг, ты таец? Ну, потому что не похоже. Но они везде, среди всех национальностей, нет плохих их, есть такие. Но это вот настолько... И вот столько лет мы с ними работаем, и все стало на свои места, эта идея. Потом к машинам нужны автокресла, автолюльки, бустеры. И вот всем мы обрастали, и буквально 2 года назад весь автобизнес был продан. Потому что, ну, знаете, Почему принял такое решение? Стало неинтересно. Ну, Неинтересно в каком плане, что, во-первых, в нашей компании покупали только новые машины. Мы платили налоги, мы проводили все официально, наши машины были с наклейками, наши клиенты помнят. И когда ты все это делаешь вот так, обслуживаешься у дилера и берешь новые машины, мы их катали до 70 тысяч пробега. То есть это 4 года примерно, и их продавали. А когда люди стали приезжать, это особенно когда вот была мобилизация, много людей приехало, кто-то задержался. Бум был, да, и стали покупать бэушные машины. Я иду там, покупаю за 700 тысяч бат новый Ярис или Хонду, да, седан, и сдаю ее, потому что у меня есть экономика, да, я обслуживаю 2 раза в год у дилера, или каждые полгода, или 10 тысяч ТО, и все остальное плачу налоги, оформлены на компанию, а кто-то купил 4 машины за 1 миллион, бэушный сдает, и сдает их в 2 раза дешевле. Мне тяжело было конкурировать по одной простой причине. А туристы, они говорят, ну, Алексей, ну, у вас классные машины, чистенькие, никто в них не курит, там, новенькие, и все. Ну, здесь вот где-то там чуть-чуть колесо лысое, чуть-чуть там дергается коробка, кондиционер нехорошо работает, но она в 2 раза дешевле. И тот объем денег, который был вложен в эти машины, а это уже было под 100 машин, и это не оправдывало себя, бизнес-страховки, многие не работали по бизнес-страховкам, а по страховкам 1 класса нельзя сдавать машину, мы делали все правильно, как должно быть, а это страховка X2 дороже, и поэтому принято было мной решение, что нужно все перенаправить в недвижимость. И поэтому машинный бизнес был продан, так же, как и байки. Байки, их должно быть либо много, и у тебя все должно быть свое. Я вот в тот момент понял, это как было с Инстаграмом, который я начинал вести сам, а потом понял, что всем, и знал это всегда, но хотелось же попробовать, и что каждый должен заниматься своим делом. Человек классно печет пирожки, он должен пирожки печь. Кто-то шьет обувь, он должен шить обувь. Поэтому я сконцентрировался на этом. Байки были проданы, машины были проданы, квартиры усовершенствовались мобильные пакеты, расширялись услуги, потому что, да, были яхты, рыбалки. Но теперь я все сделаю проще, когда клиенты спрашивают. Я просто советую именно тех, в ком уверен. В ком уверен. Но были и такие ситуации, что когда мне говорят многие, Алексей, посоветуйте, пожалуйста, в Паттайе кого-нибудь или все остальное. Работал с ребятами, это было после того, как мы продали машины, работал с ребятами, все было хорошо. Приезжают клиенты в 5-ю фазу, сняли квартиру. Алексей, ну подскажите, я говорю, ну не люблю я вот кого-то советовать. Я с тобой это прошла, да? Да, и ну хорошо, позвоню ребятам, ребят, вот клиенты мои, вот им машину, вот клиент, да, договоритесь. Который бизнес купили у тебя? Нет, это абсолютно, у них свой бизнес был автомобильный. Я говорю, ребят, договоритесь сами, мне ни комиссии, ничего не надо. Мне самое главное, чтобы мои клиенты были довольны. Все, сдали машину, подходит конец срока, я прихожу выселять, они за день сдали машину, мне звонят, говорят, Алексей, видите, я говорю, так у нас встреча завтра. Ну, понимаете, вот ваши партнеры, я говорю, они не мои партнеры, они нас обманули. Как обмануть? Ну вот там была царапина, ее не было, мы вот не сняли, 5-е, 10-е, и в общем нам депозит не возвращают. Моя любимая вставка. Ребята, всегда делаем фото и видео фиксацию. Наверное, в каждом выпуске. Звоню этим ребятам, у ребят своя правда, у них своя. Но вы же посоветовали, Алексей, вот вы же посоветовали. Я взял $200, подошел к зеркалу и сам сказал, Алексей Валерьевич, не делай никогда больше этого. Отвечай за себя, за свои квартиры, так же, как когда были машины и все остальное. Отдал клиентам $200 за них, перестал с ними работать и больше их никому не советую, понимаете? Поэтому, потому что вот ты посоветовал, и вот уже претензии к тебе.
Да? Вот. И поэтому вот делаешь сам, плохо ты делаешь или хорошо, это оценивает клиент. Но отвечай сам за себя. Вот. Поэтому вернемся к тому, что вот он был бизнесом. Что касается яхт, да, то, что проверено собой лично, да, ребят, хотите рыбалку, вот. Есть мистер Вонг, он по-русски говорит, это как раз-таки тот человек, который мне когда-то переводил много лет назад за $100 в день. Вот. У него есть рыбалки, у него есть экскурсии, он вам предложит, вам понравится, пожалуйста, нет, идите там матрешка, там остров сокровищ и так далее. Очень много услуг предлагают и все остальное. Но просто ты вроде начинаешь с кем-то сотрудничать, все хорошо, да, и потом в какой-то момент они выходят на поток или делают некачественно свою работу, а ты посоветовал. И вот клиент из твоей квартиры, он приходит и говорит, ну вот, вы знаете, нам не понравилось сервис, нас плохо везли, нас плохо на каких-то паромах катали там, ну и так далее, и так далее. А репутация твоя? Да, она как бы это, как говорится, карандаши нашлись, а осадочек остался. Ты начинаешь им звонить, они тебе говорят, да у нас со всеми так, это твои там какие-то клиенты VIP хотят и так далее. Поэтому, знаете, вот это вот, ну, честно сказать, вот советовать это прям неблагодарное дело. Вот реально неблагодарно. Так или иначе, если где-то что-то пойдет не так, ты будешь виноват. Вот правда. Поэтому машины проданы, квартиры проданы, сконцентрировались на обслуживании, потому что она сама идея, вот когда вы посчитали эти 19 квартир, которые были, а сдачи-то закончились, наступил низкий сезон, пошли дожди. Вот тут мы с Леной стали понимать, что это нужно, с этим что-то нужно делать. Начали подглядывать у управляющей компании, как они делают. Бизнес-жилка, да. короче, не дала успокоиться. Да, и получается, ты вроде бы просто хотел сдавать свои 2 квартиры, потом просто хотел там какие-то еще. Помочь людям. Потом потом ты начал продавать. Люди, которые уже купили, они хотят новый комплекс. После 3-й фазы стал тайтл на Янг Резиденции. Там уже начали продавать, я начал продавать, себе купил, посмотрел, как это вся, и потом это появилось уже и Инстаграм и так далее, но это отдельная тема, когда 30 секунд записывали 6 часов. Об этом я расскажу в другой раз. Ну, то есть это, получается, началось с визового вопроса, а потом в силу характера, обстоятельств превратилось в полноценный бизнес. Вы знаете, началось это с того, что приехали первый раз на 21 день, купили 2 квартиры. Все, одну будем сдавать, в одной будем жить. Вот. А потом все закончилось тем, что их надо сдавать, потому что ты понял, что тебе не нравится, как делают сервис. Кому ты отдал сдавать квартиры. Ну, все началось с того, что мне... Ну, во-первых, состояние квартиры, да. Во-вторых, у них квартир было тогда очень много. Ну, ты имеешь в виду состояние в плане того, что они не отслеживали, кого заселяют? Нет, они не то, что не отслеживали, кого заселяют. У них просто был такой объем квартир, и не было логики. То есть, как все хотят? Все хотят квартиру на высокий сезон. Да, там, с 15 декабря по 15 января. И она, насколько, вот пришел клиент, она ему понравилась, ему отдали, да, там не было фотографий на эту квартиру, да, и все остальное. Но у этих ребят, у них уже был большой объем тогда, большой объем квартир, и конкуренции не было. Ну да. Их все равно брали. Были классные высокие цены, да, это все было хорошо. Но их брали, и они вот забронируют ее там, а выстроить, чтобы следующая сдача была через 4 дня или 5, ну, чтобы максимально ее сдать. Нет. Сдали в октябре, там, в декабре сдали на 2 недели, и там январь пропал. Ну, как-то вот так. И Оксана, там у них была девочка, которая не успевала, но женщина, выселяла и все остальное. Я смотрю, что... Я говорю, тут матрас описан. Да нет, ну так было. Как было, я новую квартиру вам отдал. Да, меня как собственника. И мы прожили в ней, Лена все укапитала. Она так пришла, вздохнула и говорит, а это всего лишь там 3 месяца сдавала. Нет, давай будем делать То есть сами. ее убили за 3 месяца? Ну, не убили. Нет, не убили. Но вот знаете как, вот выселение так просто. Забрали ключи, и вот все. Меня это не устраивало по отношению. Я все-таки тогда за эту квартиру заплатил там на 150 тысяч долларов. 51 квадрат. Ну, конечно. Конечно, но это как любой собственник. И арендаторам ты пытаешься объяснить, что, ребят, ну вы же всего лишь сняли, да. Я всегда говорю арендаторам, когда если что-то, это не мы, или это вот нечаянно там и так далее, или вот там разбили телевизор, но это же, говорит, дети. И я говорю, ну это же ваши дети. Ну представьте, вот вы сейчас отдыхаете в чужой квартире, а у нее есть собственник. А в этот момент у вас есть в России квартира. И кто-то в ней сделает то же самое. Ну, ответ такой, там никто не живет. Мы ее закрыли. Понимаете? Ну вот это же... Знаете, с чем я сравнил? Ну, возьмешь у друга в машину,
куда-то доехать. Ну, это вот каждый согласится со мной. И вот надо чуть-чуть вот в топочку ей. Вот на свои я так не делаю. Знаешь, это каршеринг. Вот как катаются на каршеринге, я всегда говорил о том, что я машины люблю больше, чем людей. Знаете почему? Когда занимался. Нет, машина это то, что не может тебе ответить. Вот она доставляет тебе удовольствие. Ты едешь под кондиционером, она чистенькая, да, она все, в ней там пытается семечки грызть или покурить, там, да, это арендная машина и все. Ну, то есть, так или иначе, как-то вот издеваются над машиной, да, она тебе не может ответить. Человек может ответить, да, он не позволит этого. И я вот смотрю и на каршеринг, это вот, если бы можно было бы заплакать, наверное, заплакал бы, потому что, как издеваются, я видел вот около ленты, начинают эти дрейфовать там и все остальное, просто насиловать машины. Я не знаю, в чем это бизнес. Я не видел со своими машинами этого, но смотря на каршеринговые машины, я понимаю, что кто-то, наверное, пробовал. Тоже в тапочку нажимался. Вы знаете, на Пхукете это невозможно, потому что там Ярисы, Хонды, там 1,2 объем литра, особо не подрифуешь. Едет, да? И слава богу. Да, едет, да, с кондиционером и все. Вот опять-таки, вот это такая вот история, она больная, потому что, дальше же она пойдет, как вот у меня много раз, там, знаете, прожили тогда, только там 3-я фаза открылась, там, или 5-я фаза открылась. Год прожили, там, новенькие квартиры, только комплекс 1-й сезон. На следующий год звонок такой, а хаты новые. Но наши звонят. Я говорю, ребята, вот вы думаете, каждый год мы вам покупаем новые квартиры? Новый комплекс открываем? Что, нет, так именно, мы жили в 5-й фазе, в такой-то квартире, а предлагаем какую-то другую, там, а они говорят, а хата новая. Она, конечно, стояла 2 года, специально вас ждала. Да. А тачки новые, да, то есть про машины, да. Я даже как-то раз пошутил, говорю, тачки это садоводческие с 2 ручками, а у нас машины. Вот. Поэтому, люди, они, понимаете, вот приехали, да, все, уехали, а потом хотят, чтобы это все было новое. Надо относиться к своему, к чужому, как к своему. Но это же вещь, которая стоит денег. Слушай, вот такой вопрос у меня появился. Я знаю, что люди, которые открывают бизнес на Пхукете, особенно ради визы, то есть это бизнес ради бизнеса, да, ты как бы, скажем так, есть такое небольшое, назовем так, нечестность, да, потому что ты... Бизнес ради бизнеса или, может быть, бизнес ради визы. Да, правильно ты меня поправил. И имеется в виду, что вот как бы они открыли и даже что-то там работают, потому что деньга-то когда пойдет, как знаешь, это когда завел страничку, там, не знаю, с пирожками, чтобы следить за своим бывшим, а у тебя пошли заказы. Вот здесь, наверное, так же. И такой вопрос. То есть я знаю уйму людей, которые работают нелегально, которые там не платят, у которых даже известные бизнесы на Пхукете, но они не платят налоги, неправильно документацию оформляют. Как и у нас, там уклоняются, что-то скрывают. Почему ты по такому пути не пошел? То есть это твой характер или это там какой-то страх? Или почему? Или там можно сказать, что ты такой вот честный и любой человек, он нет такого человека, который не приступал бы закон, да, так или иначе, не нарушал его. Зебру перешел. Нет, из разряда, почему я пошел по такому пути, ответ очень простой: чужая страна. За океаном. Я уже тогда понимал список запрещенных профессий и понятие депортации. И вот ты принял решение со своими активами, ты продал свой бизнес, и практически в моем случае это все было привезено, все, что у меня было нажито непосильным трудом, да, там 2 портсигара, 3 пиджака, я все это привез в Таиланд. И я все это вложил в квадратные метры, в машины, это рискованный бизнес, да, который ездит байки, я все вложил там, и у меня мысли изначально не было идти по каким-то кривым схемам, потому что все вложено в чужой стране, чужие законы, чужое государство, и ты нарушил закон, и тебя просто депортируют, выселяют, все это остается и все. Поэтому изначально было делать правильно. Подожди, это хорошо. Изначально, ладно, допустим, это был страх, что ты потеряешь активы, да, и там тра-та-та все дела. Вопрос такой, сейчас ты разобрался в стране, ты уже перезнакомился с кучей людей. Сейчас какая проблема делать это нечестно? Проблема следующая. Во-первых, все, что проскакивало раньше, гайки закручиваются. То есть что-то у тебя там проскакивало, да? Нет, то, что проходило у многих, да, там, жить по студенческой визе, быть там параллельно агентом или так далее. Вы посмотрите, первая история, с чего началась. Откройте, попробуйте сейчас счет. По туристической визе, по штампу, с помощью помогашек и так далее. Невозможно. Тема закрытая.
Все, невозможно открыть счет. Как его можно открыть счет в банке? У тебя разрешение на работу, какая-то там IT, DTV виза, да, там, уже по определенным, да. Теперь компании нулевки, да, назовем их нулевки по-русски, недавно открывали, открывали тайцев. номинальные вот эти тайцы, которые не то что выдуманные, а где-то они живут там на другом конце Таиланда и так далее. Тема была закрыта, навели порядок частично, да, прошерстили рынок иностранного бизнеса. Теперь смена директоров. Вот сейчас, вот, находясь мы здесь в Санкт-Петербурге, нововведение, да, в связи с назначением нового министра финансов, нововведение и по открытию компании, и по смене директоров. И опять же вернемся к номинальным. Наводится везде порядок. Поэтому вот эта неразбериха, куда выведет кривая мечта, может, вот тут можно так сдавать, это можно так. Эти в открытую были в Инстаграме маникюры, педикюры и все остальное. Это запрещенная профессия. Это супер запрещенная. Да. Там. Все, что руками делать в Говорят, что Таиланде тайцы нельзя. там или какие-то органы тайские, полицейские, не отслеживают. Все отслеживаются. Отслеживают они соцсети и так далее. Также записываются на прием. Да, вот как вот я уже здесь был, там какие-то из наших стран СНГ организовали бордель девочки, да, к ним записались и так далее. Ну, все это ловится, все это, и это проблема, тебе там могут закрыть въезд, уголовное дело, посадить и так далее. То есть наводится порядок. И поэтому поработать вот там первые 5 лет как-то под кривую, а потом начали порядок наводить как-то правильно, нет, изначально не было. Вот, вот есть правила, и они должны быть. Вот машины изначально сдавали мы, ввели бизнес-страховка. Только по ней сдавать. Первый класс для себя любимого. Мы сразу сделали бизнес-страховки. Да, это было больно, это дорого, когда все там, ты знаешь, что эту машину сдают там по первому классу, $200, там $300 стоит, а ты платишь $500. Но зато безопасно. А если задавят на твоей машине кого-то человека, а бизнес-страховка там до 15, до 10 миллионов покрывала. Но это вот все ровно до того момента, пока не клюнет жареный петух. Понимаете? Поэтому страха не было, что или я там такой вот, как вы сказали, секунд. Золотой тоже не было, да? Вот Потому что сначала хотел эти деньги прожить все, а потом их вложил. А когда вложил, когда ты их проживаешь на себя, вроде бы их не так жалко. Потом все как в тумане, да? А потом, когда ты начинаешь вкладывать, поэтому ты приехал проживать их, а закончилось тем, что ты работал в России и там начал работать. Потому что, ребята, я скажу честно, сколько бы вы денег куда ни привезли, во что бы их ни вложили, нужно работать. Ты из тех пенсионеров, которые вышли на пенсию и продолжают работать. 41 год еще не был пенсионером ни по каким законам. Я сам себе так решил, что я устал, что все это мне надоело. В какой-то момент сказал жене, она сказала есть, да, потому что жена декабриста, все, поехали. Ну да. А еще знаешь такой интересный вопрос? Ну вот 2 крупных бизнеса на Пхукете, в Таиланде и в России у тебя, ну я не буду сейчас все точки называть, где у тебя этот бизнес работал, да, его было много и по разным городам. Сравни, как это иметь бизнес в России и как это иметь бизнес в Таиланде. Давай так прям вот плюсы-минусы. Ну, вы знаете, во-первых, чем я занимался здесь в России, я это любил. Мне изначально. Я и люблю то, чем я занимаюсь сейчас в Таиланде. Поэтому я всегда занимался тем, что мне нравится, и к этому относился хорошо. Нравился этот бизнес кому-то или нет. Но любое дело, которое ты делаешь, ты должен его делать честно, правильно и качественно. Да? Если ты этого не хочешь делать, то ты этим не занимайся. Плюсов их, конечно, много. Начнем с того, что когда я уезжал, НДС в России был 18%, а в Таиланде я узнал, что он 7%. Ну, до определенного момента. Это что касается налогов. Да? С какой-то отчетности. Да? То есть там я работал, в России я работал с НДСом, это бухгалтеры, там, да, и так далее, и так далее. Здесь все то же самое есть, но это делает консалтинговая компания. Вот все именно проще, да? Джанг, потому что, ну, я вам честно скажу, если вы меня спросите, где налоговая на Пхукете, я не подвезу вас и не покажу. Я не знаю. А я знаю, как ты делаешь. Ты откроешь телефонную книжку, алло, где налоговая на Пхукете? Неправда. И Вот правда, перенаправляешь. ты вот, просто не знаешь, да. Я знаю, где транспортный департамент, который регистрирует там. Есть водный транспорт, офис, да. где регистрируют наземный транспорт, там, машины и все остальное. У меня был, казалось, бизнес, автобизнес, а я не знал, где он, я туда не ездил. Ты покупаешь машину на Пхукете, в автосалоне, в любом, получаешь красные номера. Ездишь на них 40 дней. Потом приезжаешь в этот же автосалон. Тебе забирают красные, возвращают тебе депозит, дают тебе белые постоянные. И выдают тебе техпаспорт, назовем так. Ты не ездишь в полицию. Тебе дают такс, это на лобовом стекле, который оплачен налог за дороги и пройден техосмотр. Тебе его изначально выдали на новую машину прям сразу в автосалоне.
он закончился, ты можешь обратиться в автосалон и опять его сделать. Не надо ехать в полицию. Ну, то есть вот таких вещей, да, которые не было. Но в чем-то она есть. Прям вот хочется сказать, ребят, ну вот посмотрите, у нас в России это так проще сделано, да, госуслуги. Госуслуги, МФЦ, это такая замечательная вещь, да, когда можно сделать все. Ты живешь в Ленинградской области, приехал в МФЦ любой, зашел, какой тебе удобно, и сделал. Total Land офис и так далее, это в каждом районе. А район это Табон, он есть. На Таланге он свой, где Хала находится с резиденцией. А на Раваях он свой. Связи нет никакой. То есть это не все объединено. Поэтому этих плюсов и минусов, которые как хорошие и как которые плохие, они есть. Их очень много. Поэтому... Где лучше, где хуже, не скажешь, да? Я не скажу по одной простой причине, что ты, где бы ты ни работал, ты все равно сталкиваешься с какими-то трудностями. Вот. Делаешь хорошо и видишь, что ага, вот здесь полегче, а там посложнее. Поэтому если в общем, где-то, наверное, знаете, 50/50, что-то проще прям в Таиланде. Прям реально проще. Но опять-таки вернемся, мы сейчас с вами сидим в 25-м году. И многое здесь изменилось. Я когда уезжал, там не было там УСН, да, там, ну, допустим, для ИПшников, а были там расходы, доходы и так далее. Но тоже самозанятых не было. Но тоже все меняется, и меняется оно в лучшую сторону, а где-то меняется в худшую. Также и в Таиланде. Раньше пришел, когда я открывал это 2009 в Сиамкоммерцбанке. Просто паспорт швырнул вместе с Леной и открыл 2 счета. Но сейчас ну вот, понимаете, да? То есть это было вот так проще. Сейчас с симками-то проблема. С сим-картами. Ну, и теперь здесь, в России, посмотрите, тоже порядок наводят, да? То есть были на каких-то там мертвых людей сим-карты, на каких-то иностранцев. Ну, там, сейчас это все законом тоже, да, прописано. И это нормально, потому что это все от того, что... все это было легко раньше, и также в Таиланде, и также в России. И этим пользовались кто? Мошенники, которые теперь... Это любимая тема, которая вот сейчас как раз начинается. Кстати, как, Алексей, я вам переведу депозит, если я вас не знаю? Я говорю, я не буду кровью расписываться, но вы же пришли ко мне от кого-то. Вот это вот прям действительно больная тема. Да, это чужая страна, куда идти, там, в полицию и все остальное. Да надо идти, есть туристическая полиция. Уже на Пхукете там половина по-русски разговаривает. И есть волонтеры, и в Immigration, и в полиции, ну все это есть. И вот компания, с которой мы, Legal сервис, там, это русская компания, которая взаимодействует с полицией, я отправляю клиентов вот в эту компанию. Это ребята русские открыли компанию, у них тайцы-сотрудники, у них юристы, адвокаты, сотрудники, которые взаимодействуют с полицией. Идите туда. Есть человек, есть документ. Вас обманули. Это можно решить. Конечно, если вас кто-то обманул в России с объектом недвижимости в Таиланде, ну, это конечно, сложно. Но больше всего, что в принципе знают кто, есть номер телефона и так далее. И ну что там 50 тысяч бат, там, да, там, ну что там 100 тысяч бат. Вот это вот надо об этих героях рассказывать. Но опять-таки вернемся к тому. Работал я с ребятами по аренде машин. И обманули моих клиентов. Вот на 21-м случае так получилось. Но опять-таки тоже 2 стороны конфликта. У ребят была своя правда. У моих клиентов, которые жили в квартире, была своя правда. Разбираться в этом я не хотел. Ну, я просто сказал, что я больше советовать не буду. Если коротко о бизнесе на Пхукете, это не рай, это не ад. Просто нужно выполнять честно и порядочно свою работу. Покупка квартиры на Пхукете – это еще не все. Настоящая инвестиция начинается с управления и обслуживания, с полного контроля и порядочного и честного отношения к вашей инвестиции. Итог моего выпуска. Я не блогер, я просто рассказываю, как я честно, порядочно выполняю свою работу и отвечаю только за себя, за свою компанию и за свои квартиры, которыми я управляю. Если это видео было полезно вам, можете поставить лайк, написать комментарий или просто его посмотреть.